Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем наше исследование, наше увлекательное путешествие. Это видео мы будем записывать сидя, потому что мне для того, чтобы показать, нужно более широкий формат доски. И мы немножко вспомним о том, что мы изучали в первых наших видео. Мы задались глубокими вопросами о том, откуда мы пришли. Мы узнали о лестнице миров, о структуре миров. Мы задались вопросом, какой же все-таки взгляд по происхождению человека более верный, научный, который говорит, что человек возник в результате эволюции, или религиозный, который говорит, что человека создал Бог. И мы задались очень важными вопросами о том, что если Бог действительно идеальный, если божественный мир такой идеальный, и мы пришли оттуда, почему же мы болеем, почему мы умираем, почему вокруг нас сколько несправедливости, разрушения, и почему от нас требуют какой-то добродетели, какой-то святости с духовной точки зрения, когда мы находимся в полностью противоположных условиях. И если вы задавались этим вопросом, это очень важно, это значит, что вы действительно находитесь в познании, в устремлении. Я немножко сделаю отступление и расскажу о своем опыте. В определенный момент жизни мне стало очень интересно все эти вопросы. Я хотел разобраться. И, естественно, поскольку я родился в определенной культуре, в определенном обществе, где была христианская среда, я начал искать эти вопросы в духовно-религиозном направлении христианском, но я не находил этих ответов. Я скажу сразу, это не значит, что их там нету или их там не было. Просто на тот момент я не нашел тех ответов, я не был готов их увидеть там, потому что я видел очень много несоответствия о том, что, можно эти озвучить вопросы о том, что все попадают в разные условия в этой жизни, но от всех требуется одной и той же добродетели. Христиане говорят, что спасение возможно только с Христом, да, но много людей на планете рождаются, где христианства и в помине нету. И причем это происходит уже тысячи, сотни тысяч, миллионы лет. И то есть все в ад, да, то есть такая была идея Бога. И все эти вопросы не давали мне на самом деле покоя. Я начал искать дальше, я познакомился с буддистско-индуистским направлением. И эти направления на самом деле давали много ответов. Это было учение, то, что называется сейчас как закон причинно-следственных связей, или то, что карма. И это тоже на какой-то момент я нашел для себя эти ответы, но я начал копать дальше, у меня появились другие вопросы такого плана, что хорошо, откуда взялась тогда первая карма, откуда взялся первый грех, если все было так создано идеально и все было от Бога. И почему мы рождаемся, ничего не помним, а несем эту ответственность, о которой даже не знаем. И люди часто отвечают такими фразами, что там, воля Бога неисповедима, о том, что там промысел Бога там непознаваем. Но я вам скажу так, что исповедимо и познаваем. И мы к этому идем как раз в этом курсе. Позже я познакомился с работами великого человека. Это святой человек, не просто святой, а один из великих посвященных. Это великий йогин Шри Ауробиндо. И именно благодаря ему мне пришло понимание
этого целостного знания. И пришло ответы на все эти вопросы, которые есть, которыми я хочу с вами поделиться, тех, кто действительно ищет ответы на эти вопросы. Что самое интересное, когда я познакомился с его работами и я увидел эту суть, я увидел эти ответы и в индуизме, и в буддизме, и в исламе, и в христианстве, с которого я начинал, но не нашел ответы. Они там были, просто их нужно было услышать уже подготовленным. Итак, продолжаем наше путешествие и немножко вернемся к вопросу о том, что мы говорили о том, что человек начал себя, свое начало взял от Бога, он проходил через все слои тонких миров для воплощения в мире материальном, далее он эволюционирует для того, чтобы вернуться к Богу. И этот вопрос все-таки эволюция или создана Богом человек. И на самом деле и та точка понимания имеет свою суть, имеет свой смысл, но ни та до конца не отвечает. А ответ на самом деле прост. Дело в том, что Бог, отправляя от себя эту частичку, о которой мы говорили, монада, отправляя ее на воплощение в материальный мир, он делает это с учетом определенного замысла, определенной идеи. И дело в том, что эта частичка, пребывая в божественном мире, эта частичка, имею в виду наше начало, которое в каждом из нас, пребывая в божественном мире, находясь в полном соответствии качеством в божественном мире, находясь в состоянии вечности, находясь в состоянии блаженства, вечной жизни, она этого не осознавала. Она была как бы частью целого океана, но она не осознавала этого блаженства в своей индивидуальности. Дело потому, что ее просто не было. И идея Бога была в том, чтобы проявить божественное единство во множестве, которое по своей сути будет тоже в единстве, когда придет до точки своего совершенства. И прошу обратить ваше внимание на то, что эта частичка, которая была в состоянии блаженства, она была неосознанно в своей индивидуальности, она не могла сразу проявиться в материальном мире в человеческой форме, потому что это для нее был бы шок, она бы просто с этим не справилась. Из этой состояния вечности в блаженство сразу в такую ограниченную смертную форму она бы не смогла здесь ни жить, ни функционировать. Для нее бы кроме боли здесь бы ничего бы не было. Поэтому этот процесс происходил очень долго и поступательно. Процесс инволюции и эволюции, он же и есть процесс сотворения Бога. И наша частичка изначально, вот мы условно провели черту, это условная черта, что здесь у нас есть Бог, это как бы божественный мир, это соответствие божественному состоянию, а эта часть графика, это сознание, то есть насколько развитое сознание. И наша частичка, она отделяется от Бога
и погружается плавно в материальный мир. Вот здесь мы нарисуем такую условно вот точку. И первая точка, куда она попадает, это мир минеральный. И как мы увидим с вами на практике в следующем видео, минеральный мир имеет свою, скажем так, свой процесс, свою школу формирования сознания, ведь в минеральном мире сознание тоже представлено. И вы увидите, что мы проведем с вами такое исследование с помощью практики чувствознания, и вы увидите, что в камнях, то есть в высшей форме минерального мира, в драгоценных камнях, сознание уже достаточно сильно проявлено, оно там есть, оно излучает божественное состояние, но это сознание только-только начинает осознавать себя. То есть оно не знает смерти, оно не знает болезней, оно не знает, как утонченно взаимодействовать с окружающим миром. Оно только-только учится пребывать в материальном мире, по сути, совсем немножко отделившись от божественного мира, и по сути оно учится быть в материи. Для него нету такого стресса и шока сразу пребывать в человеческой форме. Это первый этап формирования сознания. То есть оно отделилось от Бога, немножко ушло от Него, оно уже проявляется, но оно несет качество божественного мира. Вы увидите это на видео, которое в следующем мы будем проводить исследования, вы это посмотрите. И в нем формируется уже некое индивидуальное сознание, потому что изначально его не было. Вот этот процесс и есть идея Бога по сотворению человека, который показывает, что действительно человека сотворил Бог, но он его сотворил через эволюцию. Просто это была эволюция, не просто там обезьяны, там что-то еще, а это была эволюция сознания за счет процесса изначального инволюции. Благодарю вас за внимание, и мы продолжим с вами в следующем занятии.